Зина с детства боялась собак, и неважно, какая она была, огромная или маленькая, а всему причиной была еще детская травма. Еще маленькой девочкой родители повезли ее на лето в деревню к бабушке с дедушкой. Там она бегала с местными ребятишками по улице в поисках приключений. В это время в соседском дворе собака родила щенков. И вот как-то раз один из щенков пролез через дырку в заборе на их участок. Зина схватила на руки малыша. Ей так хотелось потискать этот маленький комочек, но вдруг неизвестно откуда появилась мать щенка. Она не лаяла и не нападала на девочку, а только злобно рычала и скалила свои огромные зубы. Слава богу, что вовремя появился хозяин собаки, и все благополучно закончилось. Но 4-летний ребенок с тех пор боялся собак. И вот сегодня на пустынной аллее парка, через который Зина обычно возвращалась с работы, возникла одинокая фигура огромного пса. «Хороший песик, хороший», — шептала Зина, медленно пятясь назад. Девушка решила дойти до дома по другой аллее. Она старалась идти медленно и спокойно, но при этом каждую минуту оборачиваясь. Пес шел за ней, но на небольшом расстоянии, как будто понимал все страхи Зины. «Какая умная собака!» — подумала девушка, в очередной раз оглядываясь на своего случайного спутника. «Близко не подходит, словно чувствует, что я боюсь. Но зачем он за мной идет? И где его хозяин?» Ответов на свои вопросы она, конечно же, не знала. Девушка быстро вбежала на крыльцо подъезда и открыла дверь. Собака даже не попыталась зайти, просто сидела и смотрела вслед закрывающейся двери. Забежав домой, Зина бросилась к окну, чтобы убедиться в том, что пес ушел. А собака как будто только этого и ждала. Увидев девушку в светящемся окне, пес повернулся и пошел своей дорогой, иногда оглядываясь, как будто хотел убедиться, что Зина точно дома и в безопасности. Так пес стал поджидать девушку каждый день на аллее парка и провожать домой до самого подъезда. С каждым разом он подходил к ней все ближе и ближе. Девушка реагировала уже не так нервно, но все равно страх не покидал ее. Пес упорно провожал ее до самого дома, как надежный телохранитель. Зина стала постепенно привыкать к своему новому и загадочному рыцарю. Однажды пес зашел за ней прямо в подъезд, и Зина решила, что раз он ее сам выбрал на темной аллее парка, то значит, это судьба. Пусть живет с ней в квартире, тем более, что она его уже совсем не боялась. И вдвоем все-таки веселее. С недавних пор Зина осталась совсем одна. Давно умерла бабушка, которой она на лето ездила в деревню. Потом отец погиб в автокатастрофе. Мать долго горевала по нему и пережила его всего на пару лет. Остался у Зины только один дедушка, который не хотел переезжать к ней в город, но она его часто навещала. Ну вот, а теперь она будет не одна. А пес вошел так, как будто только и ждал этого приглашения. Зина стала рассматривать собаку. Это был крупный пес светлого окраса с большой головой и мощными лапами. «Как же тебя назвать? И почему ты бродишь по городу совсем один?» — спросила Зина. Она вспомнила, как в детстве читала книгу про рыцаря Ричарда и решила назвать пса Ричард или просто Ричи. «По-моему, тебе очень подходит это имя», и она потрепала пса по холке. «Ричи», — позвала его Зина. И, как ни странно, пес сразу отозвался, видимо, ему понравилось это имя. Он сидел рядом с девушкой и готов был исполнять любые ее команды. Так Ричард поселился в квартире Зины и стал ее лучшим другом, он стал ее семьей. Они ходили гулять по вечерам, и ей было совсем не страшно на темных аллеях парка. Вчера позвонили из деревни. Соседка дедушки сообщила, что ему на этой неделе уже 3 раза вызывали скорую, было плохо с сердцем. Она торопила Зину, чтобы та незамедлительно приехала к деду. Взяв на работе отпуск, девушка поспешила в деревню. Ричард тоже поехал с ней, оставить его одного она не могла, а просить кого-то присмотреть за ним ей было неловко. Не хотелось утруждать знакомых, все-таки собаку надо кормить и выгуливать 2 раза в день, а это хлопотно и занимает какое-то время. Врач категорически сказал Зине, что ее дедушка больше не может жить один.
За ним нужен постоянный уход, дорогие лекарства и процедуры, что ему нельзя нервничать и напрягаться, и что Зина, как единственный родной человек, должна взять на себя все заботы о нем. Она это и сама понимала, и давно уже хотела, чтобы дедушка переехал жить к ней в город. Но раньше он не соглашался, а теперь вопрос, как говорится, стал ребром. Никакие отговорки больше не принимались. На семейном совете они решили, что дом в деревне надо продать. Деньги, конечно, небольшие, но зато дедушке хватит на хороший уход и необходимые лекарства. Им повезло, и покупатель нашелся довольно быстро. Дом купила пожилая пара из города. Зина проводила покупателей до автобусной остановки и договорилась, что через месяц она освободит дом и перевезет дедушку к себе. Вечером, после ужина, дед отправился спать к себе в комнату. Зина убирала со стола и мыла посуду. Ричи спал в дальней комнате на коврике возле дивана. Тихо, напевая себе под нос, девушка даже не заметила, как в один момент в дом ворвался вооруженный человек. Через секунду Зина почувствовала, как кто-то схватил ее за руку, а потом достал нож и стал требовать деньги, которые она получила от продажи дома. «Отпустите, иначе я закричу. Только попробуй», — издевательски произнес мужчина, «я тебя быстро и навсегда успокою». В тусклом свете лампы мелькнуло лезвие. Что делать? Попытаться вырваться. А если он успеет ударить ножом? Попробовать договориться. И это не вариант. Грабитель вряд ли согласится на какой-то компромисс. Не для этого он ворвался в дом. Ее панические размышления прервал громкий крик. На ее счастье все это услышал пес, который вырвался из комнаты и тут же поспешил на помощь хозяйке. Увидев происходящее, он впал в ярость. Такой прыткости и резкости от него никто не ожидал. Хватка на руке неожиданно исчезла, а нападавший оказался на полу. «Отпусти, чертова псина!» — истерически кричал мужчина, пытаясь вырвать свою руку из пасти собаки. Нож оказался в паре метров от него, и девушка, не теряя времени, пнула опасное оружие подальше под стол. В это же время на пороге кухни показался дед с охотничьим ружьем. Старик незамедлительно бросился в бой на защиту своих родных. Собака послушно села рядом с неудачливым грабителем. На каждое его движение Ричи скалил клыки и угрожающе рычал. Лишь когда на мужчине защелкнулись наручники, пес подошел к сидящей на стуле Зине и успокаивающе положил голову на ее колени. Девушка крепко обняла своего спасителя. Она плакала, уткнувшись в густую шерсть собаки. Как же я могла раньше бояться таких преданных и благородных созданий? Зина сама не понимала, но теперь у них все будет хорошо. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.